как спаивали Россию, появление кабаков на Руси. Миф о повальном пьянстве русских был очень живуч и имел под собой основание. Действительно, в годы революции, мировых войн, коллективизации, а затем и брежневского застоя, вместе с лихими 90-ми и тоскливыми нулевыми, народ в России пил много и люто. И фронтовые 100 грамм, и стенание Троцкого, что на митинг не собрать людей, пока им не предложить бесплатной водки, и алкогольный угар 70-х, когда пили едва ли не все взрослые мужчины. Все это вызывало шок у народов, имевших менее широкую культуру потребления алкоголя. Сейчас, по даже официальным данным, россияне резко меньше пьют. Конечно, есть отдельные неблагополучные регионы, где ситуация не изменилась, но для жителей крупных городов алкоголизм скорее уже дикость, чем обычное явление. Особенно для мужчин, которые по вредным привычкам уже давно уступают первенство женщинам. Однако, периоды массового запоя населения были, и глупо это скрывать. Тем не менее, это было не всегда, и более того, такие вещи насаждались сверху. Алкоголь был известен древним славянам в качестве привозных вин с Балкан, а также разного рода самодельных напитков на основе меда. У южных и западных славян уже с X века существуют корчмы, где можно купить алкоголь, а также ночлег и ужин. Но они не были тем же самым, что появившиеся куда позже кабаки. Пиво и медоварни облагались налогами, что пополняло казну, но нельзя сказать, что они давали главный доход или население любило выпить без меры. И хотя в летописях есть жалобы на то, что многие проводят много времени за чаркой, а иностранцы пишут о частых случаях пьянства, ситуации было еще очень далеко до вакханалии поздних времен. Виной тому слабый алкогольный эффект всего, что пили на Руси, кроме водки. Получив рецепт водки, в Москве быстро поняли, насколько это мощное средство для релаксации населения. Иван Грозный лично указал построить в Москве кабаки, по-татарски это харчевня, после похода на Казань, куда был разрешен вход только опричникам, где их вдоволь кормили и поили водкой. После кровавых оргий царевы мясники так снимали стресс. Эффект потрясал. В кабаках опричное войско пропивало все, до последней рубахи, благо запасы быстро пополнялись после очередного грабежа неугодного боярина. И пока все до бесчувствия или до неистовства не напьются, они другие и третьи чаши предлагают, а тем, кто не хочет пить и беззаконие творить, угрожают различными наказаниями, а царю вопят: этот, и Мерек, не хочет на твоем перу веселым быть, они тебя и нас осуждают и насмехаются над нами, как над пьяницами, будучи лицемерами. Однако простому люду пьянство было запрещено. Лишь после смерти Грозного началась самая настоящая катастрофа. Бояре, видя огромные барыши, истребовали себе право ставить кабаки и получать с них доходы, как ранее они поступали с более легким алкоголем, запрещая гнать его самим и покупать в иных местах. Водилась братчина, принуждение к покупке хмельного для содержания барина или монастыря, которым были приписаны его плательщики. Дворяне и прочие высокородные могли изготавливать и покупать алкоголь, крестьяне же были обязаны делать это только в кабаках. Вскоре татарская традиция готовить еду в кабаках была забыта за ненадобностью, и там стали продавать и подавать только спиртное. Само же спиртное велено гнать крестьянам, затем сдавать его в кабак и потом покупать его в кабаке в указанном количестве. А в общинах ввели пост целовальника, который следил за регулярностью посещений кабака и оставления там средств. За недоимку или невыполнение плана целовальника били кнутом на площади или в родной общине. Когда встала проблема нежелания людей идти в целовальники, должность стали сдавать в аренду купцам, которые расплачивались с государством, а уже с крестьян выбивали деньги с прибылью и всеми доступными средствами. Обычно это был провеж, истязание должника на дыбе, где его били батагами по ногам несколько часов, ежедневно, пока не отдаст искомое. Как и многое другое на Руси, провеж быстро оброс коррупцией.
Высокородный ставил вместо себя своего крепостного, крепостной мог купить на эту пытку еще более нищего собрата. А если уж побоев не избежать, за взятку исполнитель не замечал, что кто-то обернет ноги кожей или плотной материей, а иногда и железом. Но взятку мог дать и купец-вымогатель, тогда палач мог изувечить должника или забить до смерти. Московиты большие мастера заставлять других пить под застольные речи. Если больше поводов не находится, кто-нибудь встает и поднимает чашу за здоровье великого князя, и тут уж никто из присутствующих не смеет отказаться выпить до дна. И осушив чашу, он переворачивает ее себе на макушку, желая государю долгих лет. Сложилась чудовищная ситуация. Население просто палками загоняли в пьянство бояре, сам царь и духовенство, применяя все меры, чтобы в кабаках человек оставил все, что зарабатывал, и не мог избежать этой доли. Более того, к прочим повинностям добавилась еще и обязанность ставить кабаки за счет крестьянской общины. При этом крестьяне регулярно жаловались, что подле кабака жить и немочно, так как круглосуточный кутеж не давал покоя всей округе. Мрак и ужас, воцарившийся в кабаках, давал огромные доходы, ведь в интересах владельца было напоить человека до состояния скотины, когда он оставит все деньги, продаст себя или жену за долги и станет кабальным холопом. Вскоре даже общинное застолье стало нужным проводить только в кабаках, где целовальник внимательно слышал разговоры и быстро доносил воеводе о крамоле. Вскоре, видя произвол, вырождение и полное закабаление, народ начал бунтовать. Небольшие, стихийные погромы быстро усмирялись, но когда уже в XIX веке производство водки достигло невиданных масштабов, началась едва ли не гражданская война. В 1858 году антиалкогольный бунт охватил 32 губернии, в которые вошла и Саратовская. Более 2000 селений и деревень поднялись против насильственного спаивания. Люди крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки. Люди требовали закрыть кабаки и не соблазнять их. После подавления бунта крестьяне перешли к тихой войне, давая зарок покупать водку и пить ее всем селом. Но тут откупщики нашли способ заработать. Каждый мужчина приписывался к кабаку и был обязан купить определенное количество водки, а выпьет или нет, уже никого не волновало. Тем не менее, доходы стали падать. И в правлении Александра II начались гонения на общество трезвости, а затем в 1858 году водку стали раздавать бесплатно. В Балашове Саратовской губернии на это ответили народным сходом, где все сословия отказались покупать спиртное, а к кабакам приставили наблюдателей, которые бы следили за тем, чтобы слабовольные не приходили туда. А затем начались погромы, питейные заведения жгли по всей губернии, особенно в Вольске, где проходила выставка виноделов. На это уже отреагировала армия. Однако местный гарнизон был разбит и разоружен толпой, лишь подоспевшие войска соседей навели конституционный порядок, арестовали зачинщиков с дальнейшим судом над ними. После бунта правительство изменило формат кабацкой отрасли, предложив всем желающим открывать кабаки, внеся акциз, что стало эффективным способом разделить крестьян. В любом селе находились желающие споить односельчан за небольшую мзду казне. Кабацкая сеть вновь плотно опутала страну. В каждом большом городе устроен кабак или питейный дом, где продается водка, называемая здесь русским вином, мед, пиво и прочее. С них царь получает оброк, достигающий значительной суммы. Одни платят 800, другие 900, третьи 1000, а некоторые 2000 или 3000 рублей в год. Бедный работник и мастеровой часто проматывают все имущество жены и детей своих. Некоторые оставляют в кабаке 20, 30, 40 рублей или более, пьянствуя до тех пор, пока всего не истратят. И это делают они, по словам их, в честь господаря или царя. Вы нередко увидите людей, которые пропили с себя все и ходят голые, их называют нагими. Пока они сидят в кабаке,
Никто и ни под каким предлогом не смеет вызвать их оттуда, потому что этим можно помешать приращению царского дохода. Беспробудное пьянство стало визитной карточкой русского крестьянства, дворянина и служивого человека. Таким он вошел в 20 век, провел провальную русско-японскую и Первую мировую. Даже потом, когда стране нужны были рабочие и инженеры, пьянство все еще пополняло казну, и пример подавал сам Сталин на чьих ужинах. Даже видавшие виды соратники жаловались на бесконечное спаивание всех и вся под строгим наблюдением хитрого грузина. Понравилось видео? Пишите, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.